Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о специи, которую можно найти практически у каждой хозяйки на кухне. Этот коричневый порошок с ярко выраженным, приятным, чуть терпким ароматом известен всем как корица. У многих этот восхитительный вкус и аромат специи четко ассоциируется со сладкой выпечкой, сдобным или дрожжевым тестом, фруктовыми начинками в пирогах и булочках. Однако это не единственная область, в которой используется корица. Ее добавляют в горячие и тонизирующие напитки, глинтвейны, пунши, кофе, молочные и ягодные кисели. Пряность способна превратить самую обычную пищу в королевское угощение. Благодаря консервирующим и бактерицидным свойствам ее добавляют в скоропортящиеся продукты. Пряность придает изумительный вкус и аромат варенью, джемам, кремам, мороженому, муссам, желе, молочным кашам, простокваше, кефиру, изделиям, приготовленным из творога. Корицу можно и нужно добавлять в различные блюда. Небольшое ее употребление безопасно для здоровья человека. Корица разжижает кровь, снижает кровяное давление, уменьшает содержание сахара в крови. Корицу принимают для профилактики рака толстой кишки и заболеваний центральной нервной системы. Доказаны антибактериальные свойства корицы по отношению к грибкам, находящимся в полости рта и дыхательных путях. Так как же получают эту ароматную специю? Родиной цейлонской корицы являются леса Шри-Ланки, но она также распространена на территориях Малайзии, Гвианы, Индонезии, Бразилии и Южной Индии. Для изготовления палочек корицы требуются часы кропотливой работы. Даже самые квалифицированные рабочие могут сделать всего несколько фунтов палочек корицы за день. 1 фунт палочек корицы может стоить $27. Цейлонская корица редко встречается в продаже в сравнении с китайской и стоит дороже. Ее мягкий и немного сладковатый вкус по достоинству оценили повара-кондитеры. В продажу преимущественно поступает именно китайская корица, или, как ее еще называют, кассия. Почти 95% от всех разновидностей специи – это приправа из Южного Китая. Цена ее невелика. Пряность используется в кондитерских целях, обладает ярким ароматом и жгучим вкусом. Так что же делает цейлонскую корицу такой полезной и такой дорогой? Корица – одна из самых древних пряностей. Она применяется уже несколько тысяч лет. Первые упоминания можно найти в китайских источниках, датированных 2700 годом до нашей эры. Древние египтяне использовали корицу в процессе бальзамирования. С вступлением человечества в эпоху великих географических открытий португальцами был найден остров Цейлон, Шри-Ланка, где испокон веков выращивали корицу. С тех пор она стала называться цейлонской. Так, начиная с 16 века и на протяжении еще 1,5 веков, исключительное право на торговлю корицей сосредоточилось в руках португальских колонизаторов. В Средневековье корица продолжала быть на столах только весьма зажиточных европейцев. Высокая стоимость корицы объяснялась большим количеством перекупщиков. С момента созревания на Цейлоне до конечного потребителя в Европе она могла пройти через десяток, а то и больше рук. Однако владычеству Португалии пришел конец, когда их вытеснили объединенные силы местных властей под протекцией голландских купцов, уже давно имеющих виды на остров. В 1656 году португальцы окончательно были выбиты с Цейлона. В 1796 году Цейлон попал в сферу влияния английской короны. С увеличением конкуренции стоимость корицы упала, она стала более доступной для жителей Европы, что, конечно, сказалось на увеличении ее применения в кулинарии и медицине. Именно цейлонскую корицу считают настоящей и благородной. Ее делают из высушенной внутренней части коры дерева под названием Cinnamomum verum или коричника цейлонского. В высоту оно достигает 10-15 метров. Выращивание этих деревьев является инвестицией, так как фермерам приходится ждать 2 года после посадки деревьев, прежде чем они смогут начать сбор урожая. Затем, каждые 2 года после дождей с них срезают внутренний слой коры. Сбор коры обычно начинается рано утром. Рабочие ломают ветки в это время, когда кора еще влажная. В день срубается до 100 деревьев. За деревьями нужен постоянный уход в течение всего года,
иначе ветки окажутся полностью непригодными для изготовления корицы. Сбор веток – это только часть дела. Дальше чистильщики должны выполнить самую деликатную и важную работу – снять внутреннюю кору с каждой ветки вручную. Это довольно трудная работа. Со ствола срезаются сухие и искривленные ветки, а оставляют только прямые. Кору снимают специальным стержнем, чтобы обнажить внутреннюю часть, которая и является корицей. Срезать правильно кору не так-то просто. Чтобы получить самую ценную корицу, кора должна быть очень тонкой. Чем меньше срез коры, тем дороже будут стоить палочки корицы. Нежнейшая прослойка коры имеет толщину всего 0,5 мм. Некоторым мастерам приходится потратить около 40 лет, чтобы достигнуть совершенства в этом ремесле. Сразу после удаления коры, каждую ее частичку помещают на солнце для просушки. Под воздействием солнечных лучей в течение нескольких минут корица сворачивается в многослойные трубочки. После сушки мелкие кусочки набивают внутрь большого цельного куска коры, формируя таким образом одну 42-дюймовую трубку. Это делается для того, чтобы в таком виде корицу можно было подвесить под потолок рабочего цеха и продолжить ее высушивание. В каждой светло-коричневой палочке корицы содержится 6-10 слоев полосок. К концу долгого рабочего дня рабочие произведут всего лишь около 3 фунтов или менее 1,5 килограмм трубочек корицы. Затем эти трубочки будут сушиться еще 3-4 дня, прежде чем будут упакованы в тюки и отправлены в специальное учреждение, где будет проведена сертификация. Здесь будет проведена оценка трубок, исходя из их ширины. После оценки продукции предприниматели могут приобретать тюки с корицей различного качества. Обычно качество оценивается по 10-бальной шкале. Самые ценные трубочки корицы относятся к классу Альба. Для производства 1 килограмма альбы рабочему требуется в 4 раза больше времени, чем для производства того же количества более низких сортов. Такая корица стоит очень дорого. Можно заметить, что такие трубочки по размерам похожи на карандаши. В процессе очистки внутреннюю кору делают шириной в 1 дюйм. Из оставшихся мелких кусочков делают молотую корицу. Это самая дешевая форма продукта. Дорогие трубочки цейлонской корицы нередко путают с более доступными и дешевыми сортами корицы. Это прежде всего кассия, латинское название Cinnamomum cassia. Она происходит от коры другого дерева родом из Южного Китая, китайского коричника. Для ее производства не требуется столько времени и усилий, как при производстве цейлонской корицы. Кора кассии твердая и прочная, поэтому кусочки кассии сложно сломать и смолоть даже с помощью кофемолки. Ее толщина до 2 мм, поэтому она прекрасно хранится в виде одного скрученного куска коры. Цейлонская корица, наоборот, нежная и мягкая. Ей необходимы эти внутренние слои, чтобы трубка не сломалась. У цейлонской корицы теплый и мягкий аромат, а вкус сладковато-пряный. Цвет у нее светлее кассии. Кассия же имеет резкий запах, жгучий пряный вкус, терпкий и вяжущий. Кассия содержит больше эфирных масел, поэтому аромат у нее может быть даже немного камфорный. Кассия также содержит в среднем более высокий уровень кумарина, органического соединения, которое может вызвать повреждение печени при употреблении в больших количествах. Вот почему исследователи говорят, что цейлонская корица в конечном итоге является более здоровым вариантом. Поэтому потребители во всем мире предпочитают настоящие продукты. Так, в 2018 году продажа цейлонской корицы принесла больше мировых доходов, чем любой другой сорт.
И хотя ожидается, что спрос будет расти до 2025 года, изменение климата уже создает серьезную угрозу производству корицы. В последние годы Шри-Ланка пережила засуху в течение нескольких месяцев, и эти длительные периоды сухой погоды могут убить коричные деревья, которым нужна болотистая влажная почва, чтобы выжить. Также не хватает очистителей корицы. Это еще одна угроза производству. Все это, вероятно, поднимет цены, ведь эта отрасль полагается на опытных очистителей, на тех, которые могут квалифицированно проводить сложную работу по изготовлению этих трубочек в течение многих лет. Многим молодым людям просто неинтересна эта работа. Корица – самая важная и ценная специя, производимая на Шри-Ланке. Страна обладает огромным потенциалом для экспорта цейлонской корицы. Сегодня корица является третьим по величине сельскохозяйственным экспортом из Шри-Ланки. 31 тысяча гектаров занято под выращивание корицы. Ее выращиванием прямо или косвенно заняты около 400 тысяч человек. Основными потребителями корицы являются США, Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Испания, Гватемала, Чили и Боливия. Экспорт Шри-Ланки составляет 41% мирового экспорта этого продукта. Цейлонская корица в настоящее время экспортируется на мировой рынок под национальной торговой маркой «Чистая цейлонская корица». Тем не менее, нехватка обученного персонала, обладающего необходимыми знаниями в области мастерства очистки корицы, а также в передовой производственной практике, помешала прогрессу, который компания Ceylon Cinnamon планировала добиться на мировом рынке. После введения общепринятой классификации, позволяющей отличать кассию от корицы в международной классификации путем выделения корицы отдельного кода TN-VAT, цена на корицу на международном рынке выросла. В целях расширения возможностей этого экспортного продукта производители решили создать Академию обучения корицы в Шри-Ланке. Академия стремится предоставить полное образование сборщикам корицы, а также очистителям в Шри-Ланке, предоставляя им правильное образование и понимание того, как поддерживать продукт и гигиеническое качество цейлонской корицы. Таким образом, обладая необходимыми знаниями и навыками для производства корицы, отвечающей требованиям мирового рынка в отношении качества продукции, сборщики корицы из Шри-Ланки смогут расширить присутствие цейлонской корицы на мировом рынке. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!